Всех приветствую. Запишем обзор на криптовалюты. Начнем, как всегда, с биткоина. Несколько дней я не записывал обзоры. За это время мы пробили 50 и сейчас стоим в неопределенности. То ли вверх пойдем, то ли вниз. Все видели вот этот клин. Кто-то его расширил, и его пробили наверх. Я считаю же, что он был в конце третьей волны, и мы пробили его вниз. Сейчас мы развиваемся в пятой волне, завершающей. Чтобы не тратить ваше время, я заранее разметил, какое движение я ожидаю, и сейчас просто расскажу. Я считаю, что мы находимся в завершении третьей волны, в пятой волне третьей волны, после чего мы пойдем на коррекцию в четвертую волну. До расчетной зоны остается буквально немного, всего 8%. И еще небольшое движение, есть возможность забрать, но, как мы все знаем, крипторынок, он очень непредсказуемый. Можем полететь и на 100, можем полететь и на 20 сейчас. Для меня наиболее вероятный вариант сходить наверх в район 55-56 минимум и затем направиться вниз в отмеченную зону. Посмотрим эфириум. По эфириуму также разметил. Здесь корреляция с биткоином. Также я считаю, что мы сейчас в последней волне перед хорошей такой коррекцией. Цели коррекции смотреть пока рано, она может быть достаточно глубокой, поэтому стоит дождаться сперва пик, где мы развернемся. Я ожидаю его в районе 2000. Это круглая цифра, расчетная зона совпадает, уровни Фибоначчи также совпадают. И если будет прострел выше 2000, то не много. Сколько мы сейчас можем забрать от текущих уровней? Также небольшой процент, всего в районе 6-8%. По Ripple. Ripple здесь история отдельная. Здесь он, пока все альты идут наверх, Ripple болтается в своей истории, ожидая, что же решится в суде с SEC. Как я ранее говорил, я ожидаю здесь треугольник. Так как мы минимум зашли в волну 1, и чтобы не нарушать разволновку, мы должны сделать здесь фигуру, похожую на треугольник, и уже ортодоксальная точка конца четвертой волны будет выше пика первой волны, что позволит нам пойти наверх. Прогноз у меня пока такой. Дальше глянем Dash. По Dash также мы развиваемся в пятой волне. Расчетная зона в районе 300 американских президентов за Dash. Сколько у нас здесь осталось до него? Вполне 14%. До расчетной зоны, где повышается вероятность разворота. Что у нас по ADE? По ADE разметил свой прогноз. Также мы подходим к завершению в пятой волне. Здесь можно заработать 17%. Точку входа, естественно, просто входить не стоит. Смотрите там по своей стратегии. Рубль также посмотрим, потому что он дал хороший прострел наверх. Очень похоже на заходной импульс. Появились тени, откупают. У него хорошая вероятность с этих уровней пойти наверх, так и не пробив стоп. Напомню, пробивая стоп, отменяется лонговый сценарий, и разворот нужно будет искать ниже. Пока лонговый сценарий актуален еще с 17 декабря получается. Дальше глянем Litecoin. По Litecoin также я считаю, что мы немного не завершили пятую волну, после чего пойдем на коррекцию. По процентам здесь также немного, процентов 10. На всех монетах дивергенция и отсутствие большого объема. И вот две монеты, которые я сейчас сам прикупил, в этих монетах также ожидается последний прострел наверх, по моему мнению, но процентовка здесь намного больше. 20-25% можно будет теоретически забрать. По EOS ожидаю его в район $6 за штуку. Круглая цифра, расчетная зона, примерно все совпадает. Сюда и ожидаю. Дивергенции, как видите, еще нет. То есть есть вероятность сходить сюда, получить здесь дивергенцию. Я эту монету себе взял. Ethereum Classic такая же история. Дивергенции еще нет. Расчетная зона еще выше. Здесь у нас также в районе 25%. По моему мнению, можно забрать, после чего пойдем на коррекцию. Что, в общем, я считаю по нынешней ситуации. По моему мнению, сейчас очень большая вероятность сходить на хорошую коррекцию. Если судить по биткоину, то это уже давно напрашивается. Так вот, если растянуть, отключив все индикаторы,
На 4 часах вот примерно отсюда уже видна слабость покупателей. Появилась дивергенция, пропали объемы. Мы просто идем со слабыми покупателями дальше наверх. Видна слабость рынка, и она видна до сих пор. Только вот здесь на индикаторе появилось небольшое возвышение. И я его интерпретирую как третью волну в последней, 5-й волне. Вот эта волна, после чего, я думаю, дадим прострел наверх и уже покатимся вниз. Не стоит дожидаться прям уж вот этих расчетных зон. Все у нас умные, все хитрые, все будут сливаться гораздо раньше, чтобы не остаться последними. Ну или стопами подпираться. Я обычно по стопам выхожу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение о криптовалюте, где будет разворот, до каких уровней коррекция цены, по вашему мнению. Удачной торговли и счастливо!